Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой очень красивый, изысканный джемпер ажурным узором. Вяжется просто и легко, узор несложный, и очень свободный такой крой у этого джемпера подойдет полным женщинам, да и на худеньких будет хорошо смотреться. У нас будет с вами описание на 6 размеров составлено. Посмотрите, какой это красивый узор. Мы будем его сегодня с вами вязать, изучать и подробнейшим образом разберем попетельно описание, то есть инструкцию по вязанию составим. На 6 размеров, вплоть до 56 размера, девочки. Вот такая хорошая новость для тех, кто всегда хочет большого размера. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Узор, смотрите, меленький такой, хорошенький, как раз для неброский такой узорчик, но в то же время изящный, красивый. Как раз подходит такой мелкий узорчик для больших размеров. Идеально. Так, ну и к тому же такой свободный крой, да, спущенный рукавчик у нас очень легко вяжется. Видите, здесь у нас будет такой пышненький после резиночки набор. И сразу прямой рукавчик, даже без скоса вяжется прямо. Так, мои хорошие, давайте посмотрим выбор пряжи. Как всегда у нас первое, что идет, я рассказываю про пряжу. Полухлопковая пряжа у нас будет использоваться для вязания. Цвет пыльной розы очень модный и популярный. Шикарнейший цвет. Я всегда обращаю внимание на вязаные вещи такого цвета. Они привлекают внимание, они действительно изящно, эстетично смотрятся. Так, и подходит и брюнеткам, и блондинкам, кстати. Это очень важный момент. Смотрим пряжу. Для вязания этого очаровательного джемпера я выбрала пряжу Yarnart Jeans. 55% хлопок, 45% полиакрил, цвет 65. В составе у нас 50 грамм 160 метров, турецкая пряжа. Рекомендуемая спица 3,5, видите, да? Ну, в общем, я вязала тоже спицами 3,5, и вот что у нас получается. Здесь у меня связано 2 раппорта в высоту и 3 раппорта в ширину. Вот такой очень красивый, заманчивый узор, я бы так сказала, интересный. Вяжется довольно просто, все там логично обосновано. И, в общем-то, пряжа довольно приятная, полухлопковая, хорошо себя ведет в носке и в стирке тоже. Не особо она так вытягивается, девочки. Мне нравится эта пряжа, я ее очень давно применяю и, в общем, всем рекомендую. Из полухлопковой пряжи, бюджетной, недорогой, это самый приемлемый вариант для летних вещей, летне-весенних таких, знаете, средней толщины ниточка. Смотрите, какая скруточка классная. Отлично вяжется, не путается, ничего. В общем, пряжа само совершенство. Так, давайте сейчас посмотрим схему узора. Схема узора выглядит вот таким образом. 10 петель у нас ширина раппорта и 20 рядов высота. Раппортик выделен у нас на схеме, видите, по центру. И особенность его такова, что для симметрии мы будем вязать 5 петелек перед раппортом и 6 петелек за раппортом. Вообще узор кратен 10 плюс 1 петля для симметрии. Итак, давайте про условное обозначение кратенько. Пустая клеточка – это лицевая петля, подковочка – это накид. Вот такая стрелочка вниз – это 2 вместе лицевой с наклоном влево. И вот такая галочка вверх, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Ну и, соответственно, горизонтальная черточка – это изнаночная. Да? Вот такие вот простые условные обозначения. Есть у нас еще с вами стрелочка вверх,
вот такая. Это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Мы все с вами элементы эти будем сегодня провязывать порядно. Как видите, в схеме указаны только лицевые ряды. Изнаночные ряды мы будем вязать, как смотрят петли. Изнаночные накиды провязывать тоже изнаночными петельками. Так, давайте посмотрим выкройку. У нас есть выкройка. Сейчас я ее увеличу, естественно. Вот смотрите, здесь все мерки проставлены на те размеры, которые нам нужны. Попетельно я вам расскажу, как эти сантиметры переводятся в петли и как вот эти сантиметры вертикальные переводятся в ряды. Да? Мы сегодня с вами будем делать расчет плотности образца, и я вам подробнейшим образом расскажу все эти нюансы, как сделать этот индивидуальный расчет. Так. Сделайте, девочки, скрин выкройки, она вам пригодится. Так, и далее смотрим мое описание, которое я сюда выкладываю под видео. И вот я его назвала изысканный джемпер. Размеры 46-48, 50-52, 54-56. Пряжу вы уже посмотрели. Спицы используем 3,5. Круговые спицы тоже понадобятся, тоже 3,5. Плотность мы с вами определяем в процессе вязания. Общий расход пряжи, видите, я написала здесь 450-600 грамм. Так, и про описание. Почему именно такое количество петель мы набираем, я сегодня подробно буду рассказывать после того, как мы свяжем образец. Смотрите до конца видео. Там же я рассказываю, прям схематично рисую, как расположить вам раппорты узоров. Там есть свой нюанс, да? Пожалуйста, смотрите. Ну и, в общем, все остальное попетельное описание тоже я вам на машинке, на ваших глазах делаю этот расчет. Объясняю, как перевести сантиметры в петли и в ряды. Все, читайте, девочки, смотрите. Все это будет под видео для вашего удобства в открытом доступе. А сейчас приступим к вязанию образца. Для вязания образца набираем 33 петли. По схеме будем вязать с вами 3 раппорта, плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Третий раппорт у нас с вами будет, девочки, делиться пополам. То есть 5 петелечек у нас перед всеми раппортами и завершается половиночкой раппорта. То есть он у нас как бы третий делится пополам, по центру вяжем 2 целых раппорта. Также будем и вязать любую деталь в изделии, когда идет у нас вот такое вот разделение одного из раппортов. Это нужно для красиво симметричного края. Начинаем 5 петель перед раппортом. Первый ряд. Вяжем лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее вяжем раппорт узора. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого я первую и вторую петельки меняю местами. У меня первая за работой, вторая перед работой. Вот таким образом поменяла местами, провязала 2 вместе лицевой. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Первый раппорт связали, тут же вяжем второй раппорт. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Второй раппорт связали и за раппортом 6 петелечек. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Связали. Все изнаночные ряды, которые у нас являются четными, мы будем вязать, как смотрят петли, накиды вязать изнаночными. Так, у нас с вами третий ряд. Вяжем 5 петель перед раппортом, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вяжем раппорт. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
лицевая, накид, 3 лицевые по центру, 1, 2, 3, накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Первый раппорт связали, второй вяжем изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Второй раппорт связали, вяжем 6 петель за раппортом, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд у нас 5 петель перед раппортом, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вяжем раппорт узора, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, связали раппорт узора. Второй раппорт также вяжем изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 6 петель за раппортом вяжем изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, кромочную вяжем изнаночной. Шестой ряд вяжем, как смотрят петли. Седьмой ряд у нас с вами 5 петель перед раппортом, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная, начали вязать раппорт, изнаночная, да, первая, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Первый раппорт связали, второй вяжем изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. И 6 петель за раппортом, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочная, изнаночная. Восьмой ряд вяжем, как смотрят петли. Девятый ряд вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые. Связали 5 петель перед раппортом, вяжем раппорт узора, изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я меняю первые и вторые петельки местами, так, чтобы у меня первая была за работой, а вторая поверх нее вот так накинулась, да? И все 3 вместе вяжу одной петлей лицевой, накид, 3 лицевые. Связали первый раппорт, второй раппорт также вяжем изнаночная, 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 3 лицевые и связали второй раппорт, 6 петель за раппортом, изнаночная, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочная, изнаночная. Так, 10 ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 11 ряд. Вяжем 5 петель перед раппортом, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид. Вяжем раппорт, лицевая, накид,
2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые, накид, связали раппорт. Второй раппорт также вяжем лицевая, накид. Далее 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые, накид. Связали второй раппорт. 6 петель за раппортом. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, кромочная, тоже изнаночная. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. 13 ряд вяжем 5 петель перед раппортом. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая. Вяжем раппорт. 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая. Связали раппорт. Вяжем второй раппорт. 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая. И у нас 6 петель за раппортом. 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная и кромочная, тоже изнаночная. Итак, 14 ряд вяжем, как смотрят петли. 15 ряд у нас. Вяжем 5 петель перед раппортом. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Вяжем раппорт узора. 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Связали раппорт узора, повторяем раппорт. 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые и связали второй раппорт. 6 петель за раппортом. 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, кромочная, тоже изнаночная. Связали. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. 17 ряд вяжем 5 петель перед раппортом. Изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вяжем раппорт узора. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт. Вяжем второй раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Второй раппорт связали. Вяжем 6 петель за раппортом. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная, кромочная, тоже изнаночная. 18 ряд вяжем, как смотрят петли. 19 ряд у нас. Вяжем 5 петель перед раппортом. Изнаночная, 3 лицевые, накид. Раппорт вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли.
Меняем первые, вторые петельки местами. Вторая поверх первой. Провязываем 3 вместе лицевой. Накид. 3 лицевые. Изнаночная. 3 лицевые. Накид. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт узора. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид. 3 лицевые. Изнаночная. Еще 3 лицевые. Накид. И за раппортом вяжем 6 петель. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид. 3 лицевые. Изнаночная. Кромочная тоже изнаночная. 20 ряд вяжем, как смотрят петли. На этом раппорт высоту заканчивается. То есть с 1 по 20 ряд связали. И повторяется раппорт опять с первого ряда. Так, сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца. Вот, и измерить плотность. Делаем влажную тепловую обработку под такой горячим паром утюгом. И тянем в разные стороны наш связанный образец. Энергичненько так тянем, да? Так. Давайте обратим внимание на края. Все, оставляем сохнуть наш образец. Измеряем ширину образца. У меня 17 сантиметров получается. Мы набирали 33 петли. 33 поделить на 17, 1,9 запишем. Плотность у нас получилась в 1 сантиметре 1,9 петель. Вот такая плотность. Так, и вторая плотность по вертикали. Для этого мы измеряем высоту нашего образца 16,5. У меня 2 раппорта по 20 петель. То есть 2 раппорта по 20 рядов. 40 рядов поделить на 16,5. Получаем 2,4. Запишем в 1 сантиметре 2,4 ряда. Вот такая получилась плотность. Отлично. Теперь нам понадобится для дальнейших расчетов выкройка. Выкройка наша вот таким образом выглядит, девочки. И мы будем с вами составлять описание на 46, 48, 50, 52, 54, 56 размеры. Очень свободного облегания джемпер. Поэтому у нас все будет очень такое свободное. И, соответственно, выкройка у нас вот такая родная. Смотрите, на первый размер будем использовать ширину спинки 54 сантиметра. На второй размер 50-52 будет 60 сантиметров. И на 54-56 у нас идет уже, смотрите, 65 сантиметров ширина. Такой вот свободный крой джемпера. Как видите, выкройка очень простая, все прямоугольное, только у нас надо будет оформить вырез горловины, в принципе, и все, да. У рукава есть планка. По низу здесь у спинки переда планки нет, то есть сразу идем ажурным узором. Так, и первое, что мы всегда делаем, определяем, сколько петель нам по низу переда и спинки набирать. Для этого мы берем нашу с вами в сантиметрах ширину и умножаем ее на плотность по горизонтали. В нашем случае это 1,9 петель в сантиметре. То есть, смотрите, 54 сантиметра первый размер умножить на 1,9. Получаем 103 петли. 103 петли. Я округлила.
Второй размер у нас идет 60 сантиметров на 1,9. Это будет 113 петель, девочки. Нужно, чтобы было нечетное число. Вы помните, у нас по раппорте узора участвует одна петля для симметрии. То есть кратно 10 узор и одна петля плюс для симметрии. Поэтому нечетное число должно быть 113 я сделала. И 65. Третий размер умножить на плотность 1,9, получаем 123 петли. Так и оставляем. Нечетное число. Так, теперь давайте распределим узоры. Как они у нас будут располагаться. Я всегда рисую схематично. Представьте, что это ваш наборный ряд. Да? И вот у нас с вами первый размер 103 петли. Но здесь легко посчитать устно. 103 поделим на наш раппорт 10 петель в раппорте 10 петель, да, получаем 10 целых раппортов. Берем целое число 10 раппортов у нас с вами будет, и 10 умножить на 10 это будет 100 плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные. Вот наши искомые 103 петли складываются из чего, да? То есть схематично я рисую 10 раппортов, но эти 10 раппортов есть своя особенность. Располагать их будем следующим образом. Мы будем 9 раппортов по центру располагать по 10 петель, а 10-й раппорт мы разделим пополам, так же как вязали узор. То есть 5 петелечек у нас будет перед всеми раппортами, потом мы свяжем 9 раппортов подряд и закончим все 6 петельками за раппортами, которые мы вязали. То есть схематично это я вот так рисую. Смотрите, 5 петелек у нас идет. И дальше 10 раппортов по 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Заканчиваем все 6 петельками. То есть вот здесь у нас идут по центру 9 раппортов. 9 раппортов по 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 раппортов по 10. Заканчиваем 6 петельками и, конечно же, кромочные справа и кромочные слева. Итого 103 петли. Надеюсь, это понятно. Представьте, что это ваш наборный ряд. Да? Вот вы так распределили наш узор. Что касается всех других размеров, то же самое. То есть берем... Вот второй размер 113, это 11 раппортов, да, у нас по 10 петель. Делим устно. Получается, что 10 раппортов по центру и 11 раппорт размещаем так же, как здесь. 5 перед раппортом петель, 6 за раппортом. По схеме вяжем. Так, и 123 петли для третьего размера, то же самое. 12 целых раппортов у нас с вами. Вот, размещаем их как 11 раппортов по центру, и 12 раппорт у нас делится пополам по 5 петель перед раппортами, 6 за раппортами. Ну и не забываем про кромочные. С этим понятно, да? Давайте теперь определим, сколько петелек придется на вырез горловины. Для этого посмотрим на выкройку. У нас с вами 30 сантиметров вырез горловины. По выкройке довольно широкий, да? 30 мы умножим на нашу плотность 1,9 и получим 57 петель. Но меня это вполне устраивает, должно быть нечетное число. 57 так и оставляем. Давайте определимся, сколько петель придется на плечи. Для этого из 103 петель, то есть из нашего наборного, количество петель мы отнимем. 57 петель вырез горловины и получим 46 петелек на плечи. Делим на 2. На каждое плечо 23 петли. Соответственно, поступаем с другими размерами. Из 113 отнимаем 57 петель вырез горловины, 56 на плечи, делим на 2, на каждое плечо 28 петель. И третий размер 123 петли отнять вырез горловины 57, получим 66, делим на 2, получаем на каждое плечо 33 петли. Распределили петельки. Давайте пойдем, значит, к рукавчику перейдем. Смотрите, здесь я уже определила таким же образом путем умножения сантиметров на плотность. У меня получается первый размер 83 петли, второй размер 93 петли и третий 103 петли. Да? И понятно, как это распределить. То есть, ну, устно считаем.
83, это значит 8 раппортов, располагаем их также 7 по центру, и 8-й раппорт у нас вяжется 5 петель с начала самого вязания, 6 завершает наше вязание по схеме, да? Это понятно. Вот, и аналогично распределяете на другие размеры узора, да? Так, для набора здесь планочка у нас будет узенькая, то есть будет намного меньше петель для планки, чтобы она держалась здесь, да, у кисти. И затем идет резкая прибавка в последнем изнаночном ряду резинки. Удваиваем практически петли, девочки. Я там все это в описании подробно изложу вам, сколько петель набрать на резинку. Сейчас я об этом не буду загромождать наше видео, эту информацию. Моя задача была объяснить вам, как сделать индивидуальный расчет с применением плотности. Про горизонтальную плотность мы с вами поговорили, и все я вам сказала, как ее петельки по горизонтали считать. Давайте обратим внимание теперь на вертикальную плотность. Любой размер, который у нас с вами здесь стоит, я бы переводила в ряды. То есть вот смотрите, от начала вязания до выреза горловины стоит величина 50 сантиметров. Эту величину надо перевести в ряды. Для этого мы 50 сантиметров умножим на нашу вертикальную плотность 2,4. Помните, определяли ряда? Умножить на 2,4. Получаем, что в 50 сантиметрах у нас с вами будет 120 рядов. Вот. И я это все запишу. Любой вертикальный размер вы таким же образом вычисляете. То есть вот рукав от планки у нас 40 сантиметров. Также по вертикальной плотности обязательно сделайте расчет. 40 умножить на 2,4. 40 сантиметров равно 96 рядов. Когда будете вязать, руководствуйтесь, пожалуйста, девочки, именно рядами, а не сантиметрами. Это делается для того, чтобы после стирки изделие наше не вытянулось и не стало не того размера, который мы предполагали. Вы сами понимаете, любая трикотажная вещь, она тянется после стирки, да? Садится, тянется, там что только не делается. Так вот, в горячей воде мы в кипятке не стираем хлопковые вещи, соответственно, да, это понятно. В теплой воде стираем и затем в расправленном виде сушим, и она примет тот самый вид, который мы с вами вязали. Помните, вязали образец, его искусственно увлажняли, потом его тянули в разные стороны и дали высохнуть. Вот такая будет ваша вещь. Именно так она пройдет всю эту обработку и примет те самые очертания, которые у нас получились на примере маленького связанного образца. С вещью с вашей то же самое произойдет. Она примет те самые размеры, если вы будете правильно применять вертикальную плотность, какую вы планировали. И длину, и ширину. Понимаете, да, мою мысль? Так, ну и все описание будет под видео, потому что здесь очень простая выкройка. Больше мне вам сказать нечего. Вот, все вы сами можете это посчитать. Простые арифметические действия. Я желаю вам, девочки, удачи. Смотрите описание под видео и до новых встреч.